После Второй мировой войны Польша, как и большинство стран Восточной Европы, формально получили независимость, но фактически оказались в сфере влияния Советского Союза и не стали по-настоящему свободными. Главным внутренним соперником коммунистического режима была католическая церковь, поэтому власти направили значительные усилия на ее подавление, особенно преследуя примаса Польши Стефана Вышинского. В то же время епископ Карль Войтыла долгое время воспринимался как менее опасная фигура. Он мало занимался политикой и более сосредоточился на воспитании молодежи. Первоначально партийная пресса в 1978 году отреагировала на избрание Карля Войтылы Папой Римским нейтрально. При его предшественниках Ватикан проводил так называемую «Остполитик» – осторожный диалог, стараясь избегать острых тем. Однако с приходом Иоанна Павла II стало ясно, что католическая церковь более не будет обходить молчанием вопросы прав человека в странах Советского блока. Новый папа начал отстранять или понижать должности тех церковных иерархов, кто придерживался прежней линии уступок и компромиссов. На следующий день после избрания на папский престол польские епископы выступили с обращением, в котором выразили надежду на его визит в страну, хотя правительство знало, что позволить Иоанну Павлу II посетить его родину было опасно для режима. Они также знали, что последствия полной блокировки визита будут иметь еще большие последствия. 2 июня 1979 года Иоанн Павел II совершил свой первый папский визит в Польшу. По разным оценкам, около 1 миллиона человек собрались в Варшаве для встречи с ним, а за весь период визита папу приветствовали в общей сложности от 10 до 13 миллионов поляков по всей стране. По польскому телевидению и радио впервые были проведены трансляции богослужений. Коммунистические власти пытались внушить, что он не является противником существовавшего в Польше режима. Иоанн Павел II произнес более 40 проповедей в Варшаве, Кракове, Гнездо, Ченстахове и в других городах. Папа проповедовал о достоинстве, которым обладает каждый человек, что человек создан по образу Божьему, создан для целенаправленной жизни на земле с вечной судьбой. Все они знали, что на 123 года Польша исчезла с карт Европы, изрезанная ее агрессивными соседями. Польский народ цеплялся за свою католическую веру как за единственный источник своей идентичности, и они воскресли как нация. Он напоминал о христианской истории Польши. Христа невозможно убрать из истории человека ни в одной части земного шара, продолжил он. Историк Джон Льюис Геддис пишет, что когда Иоанн Павел II приехал в Польшу, он начал процесс, в результате которого коммунизм в Польше и в конечном итоге везде пришел к концу. Лех Валенса, лидер польского профсоюза солидарности, сказал, что именно это дало жизнь движению солидарности. Рабочие профсоюза приглашали священников приходить, чтобы отслужить мессу и выслушать исповеди, поддерживая религиозные корни своего движения. Польский философ Лешек Колакowski годы спустя писал, что солидарность была самым близким явлением 20 века к революции рабочего класса, предсказанной Карлом Марксом. Как иронично для коммунизма, что он был направлен против социалистического государства и осуществлялся по знакам креста с благословения папы. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Когда начались забастовки солидарности, католический епископат призывал к умеренности в требованиях. Опасаясь советской интервенции, начались встречи большой тройки лидеров католической церкви в Польше, солидарности и коммунистов. Они не привели ни к чему. Партия не хотела допускать свободные выборы даже на местном уровне. Профсоюз не хотел быть младшим партнером коммунистов. 13 мая 1981 года Иоанн Павел II был ранен и едва не убит турком Мехметом Али Акджой. Хотя заговор не был доказан, вскоре заговорили о связи с коммунистическими спецслужбами Болгарии. Это нанесло удар по имиджу СССР. Позже папа публично простил своего нападавшего. Когда движение «Солидарность» набирало силу, Иоанн Павел неоднократно напоминал важность мирного требования перемен, чтобы не дать режиму оправдания для применения силы. Несмотря на это, в декабре 1981 года правительство объявило военное положение. Валенса был арестован вместе с тысячами других. Забастовки были запрещены, танки выезжали из военных лагерей и направлялись на улицы Варшавы. Но именно тогда, в 1982 году, на стенах польских городов начали появляться рисунки улыбающихся гномов, некоторые в оранжевых шляпах с цветами. Эти изображения оставляли участники движения под названием «Оранжевая альтернатива». Гномы, как образы мифического мира, невольно работали против бездушного реализма коммунистической идеологии. Оранжевая альтернатива обрела популярность, и в ее ряды влилось много молодых людей, для которых движение солидарности оказалось слишком скучным или недостаточным. Военное положение было отменено, но репрессии продолжились. Особый резонанс вызвало убийство священника Ежи Попелушка, активного сторонника солидарности, совершенное агентами службы безопасности. Это преступление вызвало волну массовых протестов по всей стране. Позднее Римо-католическая церковь признала его мучеником за веру. На фоне этих событий все большую роль начинал играть Иоанн Павел II.
Он усилил вещание ради Ватикана в Восточной Европе, поддержав духовное сопротивление. Папа также активно налаживал связи с греко-католическими церквями, которые в СССР подвергались длительным преследованиям. Будучи главой города-государства Ватикан, он неоднократно встречался с лидерами государств. Среди прочего значимыми оказались беседы с Рональдом Рейганом. С началом перестройки и отказом Горбачева от вмешательства во внутреннюю жизнь стран социалистического блока коммунисты возобновили диалог с оппозиционными силами. Ярузельский посетил Ватикан и пригласил Иоанна Павла II совершить третий визит в Польшу в 1987 году, во время которого члены «Солидарности» вернулись к открытой общественной деятельности. В 1988 году во Вроцлаве прошла одна из самых массовых акций, так называемая «Революция гномов». Ровно в 4 часа дня сотни прохожих надели заранее подготовленные оранжевые колпаки. Милиция оказалась не готова к столь необычной форме протеста и не успевала реагировать. Солидарность, поддерживаемая католическим клиром, организовала общенациональную забастовку, которая побудила правительство начать переговоры. В результате в 1989 году состоялись первые частично свободные выборы, приведшие к поражению коммунистов. Это сыграло важную роль в начале революций в других странах Восточной Европы, приведших к падению железного занавеса и Берлинской стены. В декабре 1989 года Михаил Горбачев стал первым советским лидером, посетившим Ватикан. На встрече была достигнута договоренность о полной легализации украинских греко-католиков в СССР. После распада Советского Союза их войска начали покидать Польшу и Восточную Европу. Польские власти поставили задачу переустроить отношения в стране на основе католического учения и папы Иоанна Павла II в частности. В 1998 году папа-поляк совершил исторический визит на коммунистическую Кубу, где его публично приветствовал Фидель Кастро. Лидер острова, проявлявший уважение к критике папой безудержного капитализма, содействовал расширению свободы деятельности Римо-католической церкви в стране. В своей энциклике 1998 года «Вера и разум» папа подчеркивал значение разума для формирования подлинной веры. Он восхищался научным поиском истины и поощрял его, считая, что открытие современной науки не противоречит библейским рассказам. Во время оранжевой революции в Украине папа обратился со словами поддержки к группе греко-католиков, державшей флаги Украины и оранжевые флаги оппозиции, заявив о сугубых молитвах за украинский народ в эти дни. Хотя коммунистические режимы в Восточной Европе рушились прежде всего по внутренним причинам, Иоанн Павел II сыграл ведущую роль в формировании моральной основы сопротивления и мирном построении нового свободного общества. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.